Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такую стильную, очаровательную безрукавку от шведского бренда Naked. Я делала недавно обзор 5 моделей брендовых от этой компании, и, в общем-то, вы единогласно практически выбрали вот эту очаровательную модель. Безрукавочка у нас связана красивым рельефным узором, с косами, с этими вот галочками такими, да. И я подготовила мастер-класс. На разные размеры будем сегодня с вами составлять описание. У нас будет схема, выкройка, описание с 42 по 54 размер сделала я. Вот. И, в общем-то, давайте сейчас более детально посмотрим выбор пряжи у нас с вами конкретный, расчет плотности, вяжем образец. Всем, кому нравится модель, остаемся со мной на канале. Я вам вот листаю сейчас, смотрите, эту красоту. Безрукавочка можно носить как вот так на тело, да, очень стильненько смотрится. Ой, ну смотрите, какая же все-таки прелесть. Действительно, вы молодцы, выбрали то самое, что мне тоже, в принципе, нравилось. Здесь вот очень хорошо видно, как обвязка идет цельновязанная у нас по пройме безрукавки. И, в общем-то, я решила, что здесь будет у нас резиночка 1 на 1. Такая. Кроме всего прочего, помимо единогласно выбранного бежевого безрукавочки, у нас используется еще белый цвет. Белый цвет, вот такие вот варианты идут. Белый цвет. Но это, конечно, совсем мне не нравятся такие джинсы. Приближаю вам узор. Смотрите, в белом цвете, как он смотрится. И еще вот такой вот нежно-сиреневый был цвет. Тоже красиво очень смотрится. Тоже очень романтичный, такой приятный нежный цвет. Вот у нас по спиночке идет узорчик. Смотрите, как классненько смотрится. Очень рельефно. Свободный крой, как вы поняли, да? Вот так вот, такой образ рисуют нам модельеры под светлые брюки. Светлый такой цвет использовать. И, в общем-то, мне этот вариант тоже нравится. Тоже нравится. Выбирайте себе, девочки, подходящий вариант. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания я выбрал пряжу Alizé Cotton. В составе у нас 26% шерсть, 26 хлопок, 48 акрил. 50 грамм, 160 метров, спицы 3,5. Вот таким образом выглядит наш узор. Здесь связаны основные элементы нашего узора. То есть вот эта галочка, большая коса и маленькая косица. Вот. Очень хорошего качества пряжа, мягкая, не будет колоться. Мне очень нравится. Средней толщины, хорошо скручена. Отличная пряжа. Что еще нужно для счастья? Так, давайте посмотрим схему узора. Схема первого узора, так называемой галочки, выглядит вот таким образом. Я рисовала ее от руки. Прошу извинения вот за эту вот мазню, которая там получилась. Вот раппорт узора у нас получается 18 рядов в высоту и 20 петель в ширину. Условные обозначения довольно распространенные. Горизонтальная черточка – это изнаночная, вертикальная черточка – это лицевая петля. Вот эти перекрещивания – это 4 петли мы перекрещиваем с вами
направо, и тут 4 петли перекрещиваем налево. Как это сделать, я подробнейшим образом сегодня вам покажу в своем мастер-классе. Здесь перекрещиваем 2 петли, здесь 3 петли, также направо и налево зеркально. Вот. А больше здесь ничего сложного нет, очень простой узор. Особенность этого узора, дело в том, что мы с 1 по 18 ряд будем вязать вот именно так, как здесь на схеме, а затем повторять будем варианты с 19 по 36 ряд. Вот. Ну, такая вот особенность узора. Второй узор у нас будет с косами. Сейчас я вам покажу его. Узор с косами вот таким образом выглядит. Здесь у нас с вами идет раппорт 16 рядов в высоту. Вот, 2 косы. Здесь у нас одна на 8 петлях в ширину, другая на 4 петлях. Между ними вяжется промежуточная изнаночная петля. Вот. Также идет перекрещивание. Вот здесь у нас идет перекрещивание 8 петель налево, а здесь 4 петель налево. Как это сделать, я тоже сегодня показываю. 2 способами, причем показываю, как делаю это обычно я и с помощью дополнительной спицы. Кто не умеет вязать, девочки, такие перекрещивания, я думаю, что в сегодняшнем мастер-классе вы этот момент для себя откроете и сможете повторить и научиться. Так, в целом вот эта группа узоров у нас составляет 22 петли. И именно так я буду рассказывать в описании. Именно так. Если вы посмотрите на фотографию, то вы увидите, что там идет галочка отдельно, и вот эта группа из 3 вот этих кос. Блоком одним идет. Вот. У нас есть описание. Вот такое описание я составляю и выкладываю под видео обычно. Вот, у нас будет сегодня составляться на 42, 46, 48, 52, 54, 56 размеры. И вот здесь я подробнейшим образом описываю процесс вязания. Вот, как расположить узоры, здесь очень долго перечислять, и поэтому в видео-мастер-классе во второй части видео, то есть после того, как мы свяжем образец, рассчитаем плотность конкретно, и будем уже распределять узоры, будем рассчитывать наши петельки на тот или иной размер. Там все это будет подробно описываться мною. Я рисую схематично, как располагаются наши узоры друг за другом, их чередование, последовательность, на все размеры, объясняю. Поэтому обязательно досматривайте мастер-класс до конца и не пишите мне в комментариях, что то, что есть в мастер-классе, это очевидно, зачем задавать повторные вопросы. Так, и в общем-то вот это все вы сами прочитаете, девочки, ничего здесь нет сложного. А сейчас приступаем к вязанию образца узора. Так, у нас с вами сегодня будет разбор вот таких узоров. Для образца я набрала 36 петель. Мы будем вязать схему 1 на 20 петлях. Затем мы будем вязать 2 косы. Коса на 8 петлях, коса на 4 петлях. Между ними идет изнаночная. И здесь вот тоже между вот этой большими вот этими галочками и косами тоже будет одна изнаночная. Вот я посчитала 20 плюс 1 плюс 13. Это сумма 2 кос и изнаночные между ними, 2 кромочные, и получилось 36. Я вначале хотела связать вот целиком вот этот блок на 22 петлях. Он у нас идет целиком, да, такой 2 косы по 8, между ними коса на 4 петли. Это ширина имеется в виду косы. Потом я решила, что нет, я свяжу именно те элементы, покажу, которые у нас здесь используются. И, в общем-то, девочки, у этого узора тоже есть такая особенность у наших галочек. Смотрите, начинается он вот до 18 ряда, вяжется вот так один раз, а потом повтор будет идти уже блок вот от 19 по 36 ряд, то есть вот такой раппорт. Но все равно он в длину 18 рядов составляет раппорт. Вот, поэтому я показываю, видите, отличие у нас в первом и третьем, первый, третий ряд,
вот эти вот первый, третий ряд, здесь уже как бы идет продолжение вот этого вот этой галочки, да, а здесь ее нет, здесь просто изнаночная гладь идет. Вяжем. Первая петля у нас, можно ее провязать лицевой, кромочная, и вяжем 9 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем идут 2 лицевые и опять 9 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Связали раппорт узора. 20 петель, вот этот. Теперь у нас идет одна промежуточная изнаночная и косы. Вяжем первую коса 8 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. Одна изнаночная промежуточная и остается коса на 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Все. Дальше идет кромочная, мы вяжем ее изнаночной. Переворачиваем наше вязание. И все четные ряды, которые являются изнаночными, мы вяжем, как смотрят петли. Вяжем все их самостоятельно. Так, у нас третий ряд идет первого раппорта. Так, у нас идут сейчас 8 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий момент. Перекрещивание будем делать 2 петель направо. Снимаем 2 петли. Первая петля за работой, вторая петля перед работой. И возвращаем ее на левую спицу, провязываем как 2 лицевые. Следующие у нас 2 петли перекрещиваем налево. Также я их снимаю на правую спицу. Первая петля у меня перед работой, вторая за работой. Вяжем лицевая, лицевая. Вот у нас теперь 4 лицевые получились. И далее опять 8 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Связали первый раппорт, галочку нашу. Затем идет промежуточные изнаночные и коса. Косы вяжем 8 лицевых. Изнаночная. И опять 4 лицевые. Вторая коса маленькая. Кромочные провязали изнаночные. Четные ряды вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас с вами идет. Вяжем первый узор, галочку, 7 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Меняем 3 петли местами. Вот эти 3 петли. Изнаночные, 2 лицевые. Изнаночные за работой. 2 лицевые перед работой. Поменяли их местами. И вяжем как 3 лицевые. Все их как 3 лицевые вяжем. Следующие 3 петли меняем местами. Также, только перекрещивание у нас налево. Снимаем 3 петли. 2 первые перед работой. Следующие за работой. 1 изнаночная. И теперь мы все 3 вяжем лицевыми. Раз, два, 3. Связали. Дальше идут опять 7 изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Связали раппорт узора. У нас идет 1 петля промежуточная изнаночная. И опять наша коса. Здесь мы опять вяжем 8 лицевых. Здесь ничего не перекрещивается. Затем идет промежуточная изнаночная и 4 лицевые. Это маленькая коса. Кромочная, изнаночная. Связали. Четный ряд 6 вяжем, как смотрят петли. 7 ряд у нас с вами, девочки, вяжем. Сейчас будет 6 изнаночных.
в галочке 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем у нас идет перекрещивание 4 петель направо. 4 петли снимаем. Первая петля изнаночная за работой. 3 петли высвобождаем перед работой, лицевые. И с помощью правой спицы возвращаем их на левую. Вяжем 3 лицевые, изнаночные. Следующие 4 петли также перекрещиваем, но налево. Снимаем все 4 петли. Значит, первые 3 у нас перед работой лицевые, изнаночные за работой ее аккуратненько с помощью правой спицы возвращаем на левую. И вяжем изнаночная, 3 лицевые. И оставшиеся у нас получается 6 изнаночных. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Галочку связали. Теперь у нас идет 1 промежуточная изнаночная. В косе давайте сделаем перекрещивание. Это 7 ряд, да? 8 петель будем перекрещивать с вами налево. По 4. Можно воспользоваться дополнительной спицей, кому сложно. А я буду показывать, как я привыкла. Девочки, я все 8 снимаю. Первые 4 у меня перед работой. Следующие 4 за работой. И я их вот так аккуратненько с помощью правой спицы возвращаю на левую. Ну, я не знаю, можно то же самое проделать с дополнительной спицей, да? То есть вы вот эти 4 переснимаете на дополнительную спицу, держите их перед работой, а следующие 4 вяжете как лицевые. А потом с дополнительной спицы тоже вяжете 4 лицевые. Понимаете мою мысль, да? Вот. Затем идет промежуточная изнаночная и перекрещиваем мы с вами нашу маленькую косичечку на 4 петлях также налево. 4 петли снимаем. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и все 4 провязали лицевыми. 1, 2, 3, 4. Кромочная, изнаночная. Все. Четный ряд мы вяжем, как смотрят петли. 9 ряд у нас с вами. И мы вяжем 5 изнаночных. Это наша галочка. 1, 2, 3, 4, 5. Затем перекрещиваем 4 петли направо. Снимаем 4 петли. Первая за работой, 3 лицевые перед работой. Поменяли их местами, провязали 3 лицевые, изнаночные. Затем идут 2 изнаночные по центру галочки. И далее опять перекрещиваем 4 петли налево. Снимаем 4 петли. Первые 3 лицевые перед работой, изнаночная за работой. Поменяли местами, вяжем изнаночная, 3 лицевые. И далее опять 5 изнаночных идут. Затем у нас идет промежуточная изнаночная и коса наша на 8 петлях. Здесь все петли 8 лицевых. Затем идет промежуточная изнаночная и 4 лицевые в маленькой косе. Кромочная, изнаночная. Отлично. Четный 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд вяжем. Так, у нас с вами сейчас галочки идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Перекрещиваем снова 4 петли направо. Первая изнаночная за работой, 3 лицевые перед работой, поменяли их местами, провязали 3 лицевые, изнаночная. По центру идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем идут, перекрещиваем снова 4 петли налево. Первые 3 перед работой, изнаночная за работой,
поменяли местами, провязали первую изнаночную и 3 лицевые. И дальше у нас идут с вами 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали галочку раппорт, промежуточная изнаночная, в косе вяжем 8 лицевых, промежуточную изнаночную, 4 лицевые, кромочная изнаночная. Так, отлично. Теперь у нас с вами идет 12 ряд, все петли изнаночные. Ой, как смотрят петли, вяжем. 13 ряд вяжем. Смотрите, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем 4 петли меняем, перекрещиваем направо. Первая изнаночная за работой, 3 лицевые перед работой. Меняем местами их, вяжем 3 лицевые, изнаночная. По центру вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных петель. И следующие 4 петли перекрещиваем налево. Опять у нас перед работой 3 лицевые и 1 изнаночная за работой. Поменяли их местами и вяжем изнаночная, 3 лицевые. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Галочку связали, промежуточная изнаночная идет. Затем в косе 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Промежуточная изнаночная. В маленькой косе 4 лицевые и кромочная. Вяжется изнаночная. Так. Значит, у нас 14 ряд, вяжем, как смотрят петли. 15 у нас с вами ряд, вяжем. Галочки у нас идут 2 изнаночные, и далее перекрещиваются 4 петли направо. Первая изнаночная за работой, следующие 3 лицевые перед работой. Поменяли их местами, вяжем 3 лицевые, изнаночная. Затем у нас по центру идут изнаночные петли. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее перекрещиваем 4 петли налево. 3 перед работой лицевые, изнаночная за работой. Поменяли местами, провязали 1 изнаночная, 3 лицевые. И далее у нас идут еще 2 изнаночные в раппорте. Связали. Дальше идет 1 промежуточная изнаночная. В большой косе 8 лицевых. Промежуточная изнаночная. В маленькой косе перекрещивание делаем. 4 петли меняем местами. Значит, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, перекрещиваем налево, получается, и у нас вяжутся все 4 лицевыми. Кромочная, изнаночная. Все. Так, вот у нас уже вырисовывается. Так, у нас 16 ряд, как смотрят петли, вяжем его. 17 у нас с вами ряд идет. И мы вяжем. Первая изнаночная, далее у нас идут перекрещивания 4 петель направо, первая за работой изнаночная, следующие 3 лицевые перед работой, поменяли местами, провязали 3 лицевые, изнаночная. Дальше по центру идут изнаночные. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И снова перекрещиваем 4 петли налево. У нас 3 перед работой лицевые, 1 изнаночная за работой. И вяжем эту изнаночную и 3 лицевые.
Далее идет 1 изнаночная, раппорт связан, галочки, промежуточная изнаночная. В косе мы вяжем 8 лицевых. Затем идет промежуточная изнаночная и в маленькой косе 4 лицевые. Кромочная изнаночная. Связали. Так, 18 ряд у нас мы вяжем, как смотрят петли. 19 ряд у нас сейчас будет. И смотрите, по сути, мы связали с вами первый раппорт, который я вам говорила, он будет у нас отличаться от всех следующих раппортов. Это первый раппорт, который мы будем именно так вязать. А сейчас, по сути, я вам показываю начало настоящего раппорта, который вы будете далее повторять. По сути, это первый ряд у нас сейчас будет. То есть 19 ряд равен 1, да? Вот так будет написано у меня. И вот смотрите, 19 ряд равен 1. У нас сейчас будет 3, меняться с вами снова 4 петли. 4 петли мы меняем с вами направо. У нас 3 перед работой, изнаночные за работой. Поменяли, провязали 3 лицевые, 1 изнаночная. И смотрите, далее у нас идут с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. По центру 2 лицевые. 1, 2. И снова 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. А вот сейчас мы снова перекрещиваем 4 петли. Последние в раппорте налево. 3 перед работой. Изнаночная у нас за работой. Поменяли их местами, провязали. Изнаночная, 3 лицевые. Вот у нас был связан 19 равен 1. Это первый ряд, получается, настоящего нашего раппорта, который мы будем чередовать. Промежуточная, изнаночная у нас идет с вами. Далее у нас в 19 ряду в косе в большой просто 8 лицевых. Ничего мы не делаем здесь. Промежуточная, изнаночная. В маленькой косе 4 лицевые. И кромочная, изнаночная. Вот. Так, у нас все это выглядит. Дальше у нас 20 ряд. Мы вяжем его, как смотрят петли. Смотрите дальше, девочки. Говорю, 21 ряд на самом деле 3-й ряд раппорта нашего настоящего. Так, и здесь у нас просто идут 3 лицевые. Затем идут у нас 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, меняем местами вот эти 2 петли, изнаночную с лицевой. Изнаночная за работой, лицевая перед работой. И мы их все провязываем лицевыми. Имейте это в виду. А следующие 2 петли мы поменяем местами, перекрещиваем налево. То есть первая лицевая перед работой, это изнаночная за работой, вяжем их все лицевыми, 2 лицевые, да? И далее у нас идут 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот. Так. И связали мы эту галочку, да. Дальше у нас идет промежуточная, изнаночная. В косе продолжается 8 лицевых без всяких изменений. Промежуточная, изнаночная. В маленькой косе 4 лицевые без изменений. Кромочная, изнаночная. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд у нас получается. Но мы его же с вами вязали. Получается повтор, я вам показываю. Так-то он у нас 23-й, вот здесь, по нашей схеме. Но на самом деле это 5-й ряд. И смотрите, мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
изнаночных и меняю местами 3 петли направо. Первая изнаночная за работой, 3 лицевые перед работой, вяжем их как 3 лицевые, все 3 лицевые. Затем у нас опять идут, перекрещиваем налево 3 петли, первые 2 перед работой, третья за работой, все 3 провязали лицевыми. Раз, два, 3. И далее идут у нас 7 изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Раппорт связан. Так, и у нас далее идет промежуточная изнаночная. В 23 ряду у нас идет перекрещивание вот этих 8 петель налево. Ну, давайте я покажу, как это с помощью дополнительной спицы сделать для новичков, скажем так. И кто маленький опыт еще имеет с косами, да. Смотрите, вы снимаете 4 петли первые на дополнительную спицу и оставляете их перед работой, а следующие 4 вяжете как 4 лицевые. Перекрещиваем мы налево, поэтому перед работой. Так, и вот смотрите, следующий момент, с дополнительной спицы сразу можно вязать 4 лицевые. Раз. Вот тут, смотрите, тут спицу тоже придержите руками. У меня вон уже петля ушла. Раз. Два. Как-то не люблю я эти дополнительные. 3 и 4. Мне лично проще то, что вот я вам показывала первый раз. Дополнительная не нужна. Все, перекрестили. Далее идет промежуточная изнаночная. И в маленькой косичке у нас тоже цикл перекрещивания. То есть у нас совпадает вот эта коса маленькая, она у нас в половину большой идет, да, понимаете? И здесь мы тоже перекрещиваем. 4 петли налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами, провязали 4 лицевые. Кромочная и изнаночная. Вот, отличный такой у нас ряд получился, очень знаменательный. Сейчас у нас будет с вами 24 ряд, мы его будем вязать, как смотрят петли. Смотрите, девочки, 25 ряд у нас равен 7 ряду в нашей галочке. И смотрите, а в больших косах, в наших косах большое и маленькое, здесь, смотрите, раппорт узора я написала, смотрите, с 1 по 16 ряд. Будете вязать с 1 по 16 ряд. Первый равен 7, да? Вот у нас 23 был равен 7. То есть раппорт вот так повторялся, чередовался. Цикл повтора 16 рядов. И затем опять перекрещивание. То есть вы вяжете 16 рядов перекрещивания. 16 рядов перекрещивания. Смотрите, а в маленькой косе он повторяется. То есть здесь еще у нас будет раппорт узора составлять 1, 2, 3, 4, 8 рядов. 8 рядов раппорт маленького узора, маленькой косы. И раппорт большой косы это 16 рядов. Раппорт здесь я тоже выделила вот оранжевым цветом. Это то, что у нас повторяться будет. То есть, по сути, это с 19 по 36 ряд мы будем вязать. Или это будет соответствовать с 1 по 18 ряд. То есть, такой раппорт. 18 рядов раппорт вот этой галочки. Итак, 25 ряд у нас с вами равен 7 ряду нашего раппорта. То есть, это одно и то же. Я показываю еще раз. Получается, у нас вяжется 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делается перекрещивание 4 петель направо. Первая изнаночная за работой, следующие 3 перед работой. Вяжем 3 лицевые, изнаночная. И перекрещиваем следующие 4 петли налево. Первые 3 перед работой. Следующая изнаночная за работой,
вяжем изнаночная, 3 лицевые. Далее идут 6 опять изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт. Промежуточная изнаночная идет. И в косе у нас идут 8 лицевых. Мы спокойненько вяжем ее. Там еще у нас не скоро будет перекрещивание в косе. Затем идет промежуточная изнаночная. В маленькой косе 4 лицевые и кромочная. Вот так. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. 27 у нас с вами ряд. Мы вяжем с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Перекрещиваем 4 петли направо. Первая у нас идет изнаночная за работой, 3 лицевые перед работой. Вяжем 3 лицевые, изнаночная. По центру вяжем 2 изнаночные. Перекрещиваем следующие 4 петли налево. Первые 3 перед работой, изнаночная за работой. Вяжем изнаночная, 3 лицевые. И 5 изнаночных у нас идут. 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким образом связали. Дальше идет 1 промежуточная изнаночная. Коса у нас большая, 8 лицевых. Без изменений вяжется. Промежуточная изнаночная, маленькая коса, тоже 4 лицевые без изменений. Кромочная и изнаночная. Так, 28 ряд у нас как смотрят петли вяжется. 29 ряд у нас то же самое, что и 9 ряд мы 11 ряд мы вязали. Ну, то есть вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Перекрещиваем 4 петли направо. Больше не буду повторять. И вяжем 3 лицевые, 1 изнаночная. По центру у нас 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Перекрещиваем следующие 4 петли налево. Вяжем изнаночные, 3 лицевые. И остается у нас еще 4 изнаночные. Так, и все, раппорт связали. Дальше идет 1 промежуточная изнаночная. В косе 8 лицевых. Промежуточная изнаночная. В маленькой косе 4 лицевые. И кромочная изнаночная. Вот такой же узор у нас получается. 30 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. 31 ряд у нас равен 13 ряду. Мы вяжем с вами первые 3 изнаночные. Меняем местами 4 петли, перекрещиваем направо. Первые за работой, 3 перед работой. Вяжем их как 3 лицевые, 1 изнаночная. По центру идут у нас изнаночные петли 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем идут перекрещивания еще 4 петель налево. Первая у нас получается вяжется изнаночной, следующие 3 лицевые. И оставшиеся 3 изнаночные провязываем. Связали. Промежуточная изнаночная. Коса у нас все те же 8 лицевых без изменений. Кромочная тоже изнаночная. В маленькой косе идут перекрещивания 4 петель налево. Меняем их местами по 2. 2 перед работой, 2 за работой. И провязываем все 4 лицевыми. Кромочная тоже изнаночная. Так. Следующий 32 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. 33 ряд у нас с вами равен, получается, 15 ряду. Мы вяжем с вами первые 2 изнаночные. Затем у нас идут с вами перекрещивание 4 петель направо. Первая за работой, 3 перед работой.
Провязали 3 лицевые изнаночные. По центру изнаночной вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перекрещиваем 4 петли налево. Первые 3 перед работой изнаночные за работой. И вяжем как изнаночная 3 лицевые. И остались у нас еще 2 изнаночные. Раппорт связан. Промежуточная изнаночная. В косе у нас идут просто 8 лицевых. Снова изнаночная. В маленькой косе 4 лицевые. И кромочная изнаночная. Так. Затем у нас 34 ряд вяжем как смотрят петли. 35 ряд у нас с вами равен 17 ряду. Вяжем первая изнаночная, перекрещиваем 4 петли направо, 3 перед работой, изнаночная за работой, вяжем 3 лицевые изнаночные. Так, дальше у нас идут по центру изнаночной, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перекрещиваем 4 петли налево. Первые 3 перед работой изнаночные за работой. Провязали как изнаночные 3 лицевые. Одна изнаночная осталась. Все, раппорт связан. И дальше у нас идет промежуточная изнаночная. В большой косе у нас 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Промежуточная изнаночная. В маленькой косе 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная изнаночная. Так, все хорошо получается. Мы связали с вами 36 ряд, вяжем как смотрят петли. Начинается повтор раппорта снова у нас получается вот с 19 ряда. Ну или я новую написала порядок, 1, 3, т. То есть вот это оранжевый вы повторять будете теперь все время, да? Вот так выглядит наш узор сейчас. Скоро будет перекрещивание в косах снова. Вот в большой косе. Я сейчас это самостоятельно довяжу. Давайте, девочки, довяжем самостоятельно. Сделаем расчет плотности. Горячим паром обдаем наш образец и вытягиваем его в разные стороны аккуратно. И оставляем так сохнуть. Итак, измеряем ширину нашего образца, прикладывая линейку 15 сантиметров у нас. И в раппорте участвовала в вязании 36 петель. 36 делим на 15 сантиметров. Получаем 2,4. Это наша плотность. Средняя наша плотность, надо ее обязательно записать. В 1 сантиметре у нас 2,4 петли. Теперь смотрим по поводу вертикальной плотности. Давайте измерим также высоту образца. Итак, у меня 17 сантиметров. 17 сантиметров считаем ряды. Итак, у меня 39 рядов. Ну, считаем 40. 40 делим на 17 сантиметров. Получаем 2,35. Запишем. В 1 сантиметре 2,35 ряда умещается. Эти очень важные цифры сейчас использовать будем в расчетах. Поработала здесь над описанием. Описание уже составила, и вот к вам пришла.
чтобы вам, так сказать, вкратце все это пояснить. Описание будет в текстовом варианте выложено под видео, а я сейчас вам расскажу, как мы располагаем узоры, потому что этого в описании нет. Значит, рассматривать будем сегодня с вами много размеров. 42-46 первый размер, 48-52 второй размер, 54-56 третий размер. Вот, соответственно, у нас вот так будут эти цифры. На первый размер у меня 128 петель, на второй размер 140 петель, на третий размер 148 петель. Ширина спинки первого размера получилась 53 сантиметра. То есть это 42, 46, 53 сантиметра. Вы видели, жилет очень свободный. Вот. Для 48-52 у меня 58 сантиметров ширина получается полотна спинки и переда. И для 54-56 62 сантиметра ширина спинки и переда. Ну, вообще, само по себе изделие вяжется довольно несложно, да, никаких там сложных вывязываний нет. У жилета мы делаем планку 7 сантиметров резинкой 1 на 1. Далее переходим на вязание у нашего узора. Располагаем узоры следующим образом. Смотрите, по центру идет у нас с вами галочка узор на 20 петлях. Вот наша схема. Это первый узор, который вязали, галочка, 20 петель. Вот второй. С двух сторон у нас идут промежуточные, изнаночные. Затем у нас идет на 22 петлях узор номер 2 с косами. Вот он. Мы его тоже вязали. Вот 22 петли он в сумме. Смотрите, он состоит из косы из 8 петель. Затем идет изнаночная. Посередине идет коса маленькая из 4 петель. И опять идет коса из 8 петель. То есть вот в сумме это все составляет 22 петли. И так они блоком и вяжутся у нас в узоре, в нашем полотне. Блоком 22 петли. То есть получается, что мы используем отдельно вот этот узор галочка на 20 петлях и отдельно вот этот блок на 22 петлях. И здесь я это все также и вяжу. Показываю вам. По центру идет галочка, с двух сторон изнаночные петли, по одной изнаночной. Затем с двух сторон симметрично от центра идут у нас блок на 22 петлях с косами. Опять идет промежуточный изнаночный, с двух сторон идут галочки на 20 петлях. Опять идет изнаночная справа, изнаночная слева, промежуточная. И идет коса на 8 петлях. Таким образом, в сумме у нас получилось 126 петель, и еще я добавила 2 кромочные, получилось 128 петель. Вот такое расположение узоров. Для 48-52 расположение узоров точно такое же. Единственное, только я добавила здесь еще недостающее количество петель. Я добавила по 6 петель справа, 6 петель слева. Получилось 140 петель вот к этому расположению узоров. И распределила эти 6 петель следующим образом. От 8 петель, которые у нас здесь заканчивались, вот они, я добавила еще одну изнаночную, 4 петли косу маленькую и одну изнаночную. То есть вязаться у нас будет следующим образом. Начинаем с кромочной, вяжем одну изнаночную, 4 петли косы маленькой, одну изнаночную, 8 петель косы большой, 1 изнаночная, и дальше пошли наши узоры. 20 петель галочка, 1 изнаночная, 22 петли наш блок красивый из кос, затем изнаночная, и по центру идет галочка на 20 петлях. Здесь все зеркалится также. Так, и для 54-56 размера все то же самое. Единственное, что мы добавляем дополнительные 8 петель, делим их симметрично, по 4 петли справа, слева добавляем, получаем вот вместо вот этой косы на 4 петлях вяжется коса на 8 петлях. То есть 2 косы по 8 петель рядом будут. Вот такая у меня получается арифметика. По-другому не получается никак.
И в сумме это будет 148 петель для 54-56 размера. Дальше давайте. Вот мы распределили узоры и вяжем, 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 вяжем. Вот до этого размерчика. Там у нас будет в описании стоять точная цифра от планки, я не помню сейчас. Вот. Здесь вот я сделала, смотрите, у нас обязательно надо сформировать скос. Я это четко увидела на модели. Скос плеча идет. Вот, поэтому я его сделала высоту скоса 2 сантиметра. Поэтому у нас, значит, начинается пройма. Пройма начинается, ширина будет на первый размер 22 сантиметра, на второй 23, на большой размер 24 сантиметра я сделала пройму высотой. Поэтому, когда мы считаем, сколько вот это расстояние, оно будет для каждого размера свое. Это зависит от длины изделия. Длину изделия я взяла 58 сантиметров. Вот. Это средний, так скажем, параметр. Возможно, вы захотите удлиненный жилет или, наоборот, коротенький. И все-таки это тоже зависит от вашего роста. Девочки, рост у всех разный. Поэтому вот для себя я связала 58, да, может 60, это уже подлиннее было бы. Вот. И идет планка. И вот здесь вот у нас для формирования вот этого цельновязанной планки у рукава, у проймы, да, необходимо вот эти последние петли, где у нас коса, перевести в резинку. Это я так предлагаю, резиночку 1 на 1 сделать. Вот. Именно вот как-то там так это все сделано, что вот таким образом. У других размеров по 10 петель надо будет взять, последних. Вот здесь получится, что коса из 8 петель у размера 48-52, она будет уменьшиться, станет 4 петли, коса маленькая станет. Вот, а здесь 10 петель от кромочной считаем, перейдут в резинку. И будет вязаться цельновязанная планка резинкой. Вот здесь. Не узором уже здесь, а резинкой 1 на 1. Понятно, да? Скос плеча, как сформировать, я тоже уже вам описала в своем описании, текстовом варианте. На вырез горловины у меня пришлось 52, 54, 56 петель, в зависимости от размера. Как считала, 22 сантиметра у нас вырез горловины. 22 умножить на плотность 2,4, получается 52 петли. Вот отсюда у меня идет этот показатель 52 петли. Мы все размеры по горизонтали умножаем на плотность по горизонтали. Все размеры по вертикали умножаем на плотность по вертикали. Вот эта плотность. Вот. И смотрите, перевод у нас идет в петли, если мы умножаем размер по горизонтали, и перевод идет в ряды, если мы умножаем сантиметры наши по вертикали. Вот. И вязать надо обязательно, используя вертикальную плотность. Обязательно. Чтобы изделие не стало после стирки более длинным, чем мы планировали. Да? То есть, смотрите, по сути у нас получается, что наша длина 58 сантиметров, общая длина изделия 58 надо умножить на плотность по вертикали. 58 на 2,35, это вот такая плотность у нас получилась. Получается, вся длина изделия для меня должна составить 136 рядов. Это вместе с планкой. Вот. То есть вот таким образом имейте в виду, обязательно не игнорируйте вертикальные показатели. Обязательно. Посчитайте, сколько у вас всего рядов должно получиться в вашем изделии. И вяжите не меряя сантиметрами свое изделие, а измеряя рядами, то есть учитывая ряды. Ну, в общем-то, про вырез горловины я вам тоже все там написала в описании. Я думаю, почитайте. Я сделала вырез горловины у спинки тоже на высоту 2 сантиметра, он небольшой. Вот. И как скос, я уже сказала, мы формируем его 3 этапами, закрывая петли в каждом втором ряду.
Ну, я думаю, что ничего сложного больше здесь добавить нет. В принципе, все понятно, все легко. Длину корректируйте под себя. Ну, про ширину я вам в общем рассказала, как я это все вижу, картину на разные размеры. Вот. Ну, конечно же, оставляйте за собой право все изменить в том или ином месте узора, как хотите, да, для себя, конечно же. А сейчас я заканчиваю свой мастер-класс. Желаю вам, девочки, удачи!